Всем доброе время суток. У меня сломалась стиральная машина LG Direct Drive 6 кг. Масса машинки уже 8 лет. Я уже менял один раз крестовину. Но с этого момента уже прошло 5 лет. И я заметил, что когда я вращаю барабан, происходят такие звуки гулкие. Бух, 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 бух. Вот можно слышать. Ну, слышите, а? И самое что интересно, что бьется, вот когда я прижимаю ближе к себе, вот максимально идет биение. Если я отдаляю, то биения нету. Давайте будем разбираться, смотреть, в чем проблема, почему идет биение барабана. Для начала нужно открутить верхнюю крышку корпуса. Так, берем отверточку, откручиваем. Далее крышку надо потянуть на себя. И снимаем, собственно говоря, крышку. Что мы здесь видим? Вот видите, вот такая вот картина вырисовывается. Груз вроде прикреплен хорошо. Амортизатор один целый. Второй тоже вроде целый, смотрю. Сейчас нужно снять вот эту крышку заднюю на стиралке и посмотреть, что с подшипниками происходит. Для этого нужно взять крестовую отверточку и открутить винтики. Если не получается открутить отверточкой эти винтики, то есть заржавело, берем пневмоинструмент и пневматика. Аккуратно все выкручиваем. Снимаем крышку, просто ее поднимаем и вот вытягиваем. Так, сняв крышку, вот что я увидел. Значит, нижние рессоры, амортизаторы, вот один. Он нормально стоит, хорошо. Второй амортизатор тоже нормально держится, прекрасно. Но все равно я вращаю барабан и слышите, все равно такие звуки происходят. Вот как будто где-то что-то касается. То есть тут либо подшипник полетел, либо видно снова накрылась крестовина. Так, далее нам нужно открутить вот этот болт двигателя. Для того, чтобы открутить болт двигателя, нужно либо два человека, чтобы было, один держал с той стороны бак, второй таким вот ключом с насадкой на 17 откручивал. Либо если вы один, то можно взять отвертку. И вот видите, тут есть болт, зацепить отверткой за болт, не за обмотку, потому что повредите обмотку. А вот именно нужно закрепить за болт отверточкой. И у нас будет упор за болт. И насадкой выкручиваем болт двигателя. Вот и все, в принципе. Ничего такого сложного нету. Выкручиваем болт. И снимаем крышку. Вот я снял крышку. Что мы тут видим? Двигатель не поврежден. Вот обмотки целые. И это хорошо. То есть когда я откручивал, я вот именно цеплял, видите, за вот этот болт. То есть это был упор, за этот болт. Так, далее берем насадку на 10. Ну, опять-таки удлинитель. И выкручиваем остальные болты. Далее нам нужно открутить винтики. Так, далее вынимаем вот эту фишку. Снимаем последний болт. Так,
И снимаем обмотку. Далее вот здесь вот нужно снять фишку. Опа. Так, далее отсоединяем эти вот все провода, которые идут к тене, фишки. Так, далее десятым ключом откручиваем эту гайку. Так, далее разбираем переднюю часть. Надо снять порошкоприемник. Прижимаем вот эту вот штуку и вынимаем. Так, далее нам нужно снять эту нижнюю часть. Берем отверточку листообразную. Так, уже прогнила стиралка очень сильно. Так, далее откручиваем здесь винтики. Так, далее нам надо снять всю электрическую часть верхам, также грузики, которые балансируют бак. Ну, начинаем с приемника. Так, откручиваем верхний противовес, насадочка десяточка. Как снимать вот этот корпус панели. Тут видите, есть пазлики. Нужно отверточкой брать. Так, дальше убираем, снимаем пазлики. Отверточка, раз. Далее поднимаем. Так, теперь нужно снять манжету. Берем отверточку. Так, дальше откручиваем винтики снизу. Нужно снять корпус. Теперь снимаем вот эти вот винтики. Да, что касается этих гаек, они, конечно, тут поржавели, и их очень сложно открутить. Я использовал тормозную жидкость, можно залить ВД, ХАДа, ну и вот совместными усилиями, кусачками с этой стороны и отверткой с этой. Я наконец-то открутил гайки, которые я поменяю на новые. Так, крышка у нас уже свободна. Далее снимаю эту фишку. Так, убираем саму крышку. Так, далее берем насадку на 10 и откручиваем вот этот противовес.
стиральную машину ложим на пол, так вот на бок. И теперь нам нужно отсоединить вот внутренности, которые прилегают к барабану. Вот этот болт, винт нужно выкрутить. Так, этот хомут откручивается семерочка. Как вы видите, длинный у нас винт. Так, вот второй наш хомутик тут я вручную снял. Прижимается за вот эти вот две металлические штуки и снимается. Теперь нам нужно открутить провода. Они не должны нам мешать. Так, в этой части все провода освобождаем, чтобы оно не было соединено с баком. Так, далее выкручиваем вот этот вот винтик. Далее нам нужно снять амортизаторы. Вот у меня их 2 штуки. Значит, что надо сделать? Тут есть такая головка. С щелкой ее нужно руками прижать, или тут насадка. И плоскогубцами вытягивать. Это вот головка, вот тут такая насадочка, ее нужно подогнуть. Вот эту защелку. И с той стороны вытягивать. И вот плоскогубцами я беру и вытягиваю. Один тут костыль. Убираем амортизатор. Так же самое и с этой стороны. Теперь снимаем бак. Снимаем снизу. Так, далее нам нужно раскрыть барабан. Для этого понадобится мне ключ на 10. И раскручиваем все наши болты. Так, все гайки я снял, вернее винтики, их 13 штук. Теперь отверточка раскалываем. И вот мы освободились. Ну вот что мы имеем. Крестовина действительно уже накрылась. Вот видите, она вся в каких-то фекалиях, в говне. Подшипники еще работают. Надо будет поменять прокладки. Сальник поменять. Так, и теперь нам нужно снять крестовину. Чтобы снять крестовину, нужно открутить вот эти вот болты. Они размером 10, десяточку. Берем ключ. Откручивается крестовина очень ужасно, потому что тут все эти болты уже поржавели вместе с крестовиной. Оптимальный вариант: берем газовую горелку и нагреваем крестовину. Потом уже с горячей крестовины выкручиваем болтики. Ну, собственно говоря, так вот нагреваем. И вот натяжение откручивается. Пришлось минут 10 подпалить. Палим аккуратно, то есть на крестовину, чтобы бак не пострадал. И вот уже ключ пошел. Все болтики снял. 3 болта. Теперь
Берем молоточек. И нужно отверточка вот сорвать. Смотрите, как срывается тяжело. Опа. Да, прилипло хорошо. Ну и вот таким образом мы срываем крестовину. И на металлолом. Опа. Такая у нас крестовина получается. Смотрите, как тут прогнило внутри. Так, теперь берем растворитель, тряпочку и зачищаем растворителем вот эту всю грязь с одной части бака и в районе подшипника. Все надо зачистить. И заливаем. Тряпкой выдраиваем. Так, сейчас наша задача вытащить сальник. Значит, вытаскивается отвертка, берем плоскую отверточку и вот снизу одеваем и достаем его. Также можно использовать подскобсами. Берем такого плана подскобса и с этой стороны сильным натяжением срываем сальник. И вот что мы видим. Беру растворитель, тряпочку, бока, все внутри зачищаем. Это взяли. Я заказал уже новую крестовину, мне пришла крестовина фирмы Эбби. Я заказывал на сайте Master Plus, Made in Italy, сделано в Италии. Я думал, это все китайское, но итальянцы тоже научились делать. Одеваем крестовину на барабан, я уже положил, молоточком достукиваю. Крестовина надета. Теперь надеваем, закручиваем винтики. Значит, у меня был такой специфический головка. Я для него уже приобрел такой ключ, пятерочка, тигранищик. Вводим. Конечно, было хорошо, если бы оно с головкой было, но не прислали с головкой. Варочную часть желательно очистить от ржавчины. У меня есть такой перетворювач ИЖ. Берем тряпочку и аккуратно все зачищаем. Конечно, всю ржавчину убрать не удастся, но основное, то есть грязь, мы уберем. Она все равно как бы будет ржаветь, но, в общем-то, если есть желание, может снять эту ржавчину. У меня возникла такая проблема с подшипником. Вот. Проблема была вот с 205 подшипником. Он скрипел, поскрипывал. И я уже думал его менять, выбивать, ставить новое. Но я взял растворитель, тряпочка, обезжирил подшипник с наружной стороны, с внутренней стороны. Он подсох. И сейчас скрипы пропали, скрипов нету. Так же самое делаем и передним подшипником. Тоже затираем. Я получил смазку, заказал в интернет-магазине. Смазка для подшипников, итальянская смазка. И также мне прислали в шприце смазку для сальника. Ни в коем случае, если вам говорят, что смазка для сальника подойдет для подшипников, этому не верьте. Для подшипников должна быть одна смазка, для сальника другая. Вот видите, она тут такая жидкая. Теперь нам нужно смазать подшипник. То есть берем просто тюбик и выдавливаем.
с этой стороны. И вот так вот вращаем. Ни в коем случае нельзя использовать какую-то графитную смазку или солидол. Должна быть специальная смазка для подшипников. Она должна быть термостойкая, влагостойкая и работать в агрессивных средах. Если будет обычная смазка, то она быстро перегорит и барабан через месяц-два накроется, будет трещать. Ну вот так вот я чуть взял зубочистку и вот вдавливаю вот во внутренние подшипнички смазку. Также смазываем и 206 подшипник. Берем пальчик. Я уже сальник набил тут. Ничего страшного. Берем с внутренней стороны, намазываем и вот так вот раскатываем. С одной стороны переворачиваем и с другой стороны тоже намазываем. Так, далее надеваем сальник. Я купил оригинальный сальник. Тут уже смазка есть своя, так что не надо намазывать его. Берем фен, мы разогреем сам сальник и вот это вот посадочное место, то чтобы оно плавно заходило. Так, после того как мы нагрели, я взял такой инструмент круглый. Желательно не бить молоточком по сальнику, потому что его повредить. В таком-то металлическом предмету. И вот так вот по кругу его сбиваем. Должен послышаться такой гулкий звук, это означает, что мы уже его вбили до упора. Ну, в принципе, уже я его практически вбил. Для того, чтобы не попадала вода, для прочной надежности, через вот эти вот проемы крайние, где мы набили сальник, нужно взять силикон, обычный силикон, и сделать. Также подождать на час где-то, пока она высохнет, тогда уже можно собирать барабан. Далее берем смазку для сальника, на вид шприца, и наносим внутрь сальника. Так, окружности. Это нужно для того, чтобы не было протечек воды, для уплотнения. Также вот у нас еще масло осталось, намазываем втулку крестовины. Чтобы не было утечки между барабаном и стиралкой, можно смазать еще силикон вот в этих проемах. В том месте, где мы будем скреплять с барабаном. Берем силикон обычный, недорого стоит, и наносим. После промазки силиконом все промазал, одеваем корпус. Первым делом надо сделать так, чтобы оно попало в стену. Теперь по диаметру скрепляем 10 номером. Возник такой момент, винт сломала резьба, видите, и оно плохо покручено. Таких винтов я не нашел, это специально для пластмассы, значит я взял болт, шестерочку, шайбу и парочку. Беру и одеваю крученную шайбу. На этом первая часть видео завершилась. Разборка стиральной машины LG, также замена крестовины. Если вас интересует сборка стиральной машины LG, то смотрите вторую часть. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх.
Подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч.